Здравствуйте, уважаемые друзья! Я снова с вами в прямом эфире. И сегодняшняя наша тема, наверное, у каждого человека вызывала определенный интерес. И, конечно же, каждый человек, даже человек, который не верит в высшие силы, в творческую энергию, также задавал себе вопрос: где же это Царствие Небесное? Что это значит? Что значат эти слова? Каждый человек, рождаясь, проживая жизни, задавал себе вопрос: зачем я родился? Куда я иду? Откуда я пришел? Где я был раньше, до своего рождения? Проживая жизнь, люди ходят в школу, в детские садики, в институты, в университеты. Им дают знания, но ответ на этот вопрос, кто я и куда я и откуда, не дает никто. И очень жаль. И это свидетельствует о низком уровне развития духовности на этой планете. Это говорит о том, что от людей специально скрывают знания. Вы спросите и скажете: так а где же эти знания? Неужели они есть, эти знания? Есть, друзья. Знания всегда были на земле. И всегда были те, кто говорил об этих знаниях и рассказывал эти знания людям. Всегда были те во все века и времена. И вот сегодня я хочу вам открыть великие тайны и, конечно же, ответить на ваши самые заветные и интересные вопросы. Сегодня я хочу поговорить о тех мирах, которые уже ждут вас. Я не буду сегодня касаться никаких религиозных направлений. Я не занимаюсь религией, я занимаюсь тем, что открывает вам вашу природу. Эта тема всегда была для меня интересной, и она интересная и по сей день, и очень мне нравится вам об этом говорить. Я сама от этого, рассказывая вам об этих мирах, получаю очень много удовольствия. И у меня такое ощущение, что я просто проживаю там эту жизнь, которая есть, которая уже создана для вас. Итак, друзья мои, где эти миры? Что такое Царствие Небесное? Кем созданы эти миры? Какое отношение человек имеет к этим мирам? Почему об этих мирах говорили духовно развитые личности на этой планете, приходившие в определенный период своей жизни? Что вообще это такое? И есть ли вообще эти миры? Где они находятся? Можно ли их увидеть? Можно ли их исследовать? Что нужно сделать для того, чтобы побывать в этих мирах, для того, чтобы жить в этих мирах? И вообще, может ли человек жить в этих мирах? Кем они созданы были, эти миры? Друзья, сейчас я вам озвучила очень глубокие вопросы. Вопросы, которые требуют такого же глубокого разъяснения и объяснения. И у меня есть ответы на все эти вопросы. Я сегодня постараюсь вам рассказать и донести простым языком, обыкновенным, простым человеческим языком, те очень сложные и трудные процессы эволюционные, которые уже прямо сейчас происходят в космической реальности. Итак, друзья мои, если посмотреть на жизнь, она многомерна, многогранна, вездесуща и настолько неповторимая и идентичная. И именно в этой идентичности является и так называемая ценность жизни. Каждая планета имеет свое определенное состояние, и это состояние проявляет свой так называемый эволюционный процесс, где каждый живущий на планете проявляет свой эволюционный процесс. И все это вы называете жизнью. Огромное количество существ, огромное количество личностей, которые трудятся над тем, чтобы жизнь развивалась в космосе. И как же это все устроено? Друзья мои, в космосе существует центр жизни, так можно сказать. Центр жизни, вечной жизни, который всегда был, всегда есть и всегда будет. Этот центр жизни вы называете райской обителью, островом рай, окружает планеты, так называемые духовные, высокоразвитые планеты,
где также присутствует вечная жизнь, планеты, которые всегда были, всегда есть и всегда будут. Чуть ниже в космосе, если взять устройство космоса, центр, затем идет так называемая лаборатория и внизу космического пространства сверхвселенные. Это миры многочисленной культуры, духовной культуры. И кто же их создает? Каким образом они были созданы? Все так, как вы знаете из книжек в школе. Был взрыв, разлетались частицы, а чем дальше они отдалялись, формировалось пространство и время. Все так и было, все так и есть по сей день. И до сих пор есть солнце, которое продолжает взрываться, есть черные дыры, которые как пылесосы всасывают все в космосе, перерабатывая, преобразовывая и рождая новую жизнь, новые реальности. Да, друзья мои, космос полон жизни. И изначально при очередном бытии космоса, при очередном зарождении жизни в космосе были развиты и созданы так называемые высокоразвитые существа. Эти высокоразвитые существа создавали себе свое потомство, свое подобие. Это подобие создавало себе свое подобие. Это подобие создавало свое. Таким образом, получалась такая цепочка существ, которые при создании, при новом создании были внедрены в так называемый эволюционный процесс космоса. В общем, можно сказать, все эволюционируют, и эти существа также эволюционируют. Только их природа, друзья мои, более высокая, она более разумная, она более духовная, она более, даже вот не могу вам слова такого найти, которое бы объяснило бы их состояние. В общем, они намного умнее, намного развитее, намного духовнее, и вообще их можно назвать священными существами, вот если вам это о чем-то говорит. Друзья мои, такую форму жизни, как человек, такая форма жизни была создана уже в последнюю очередь и была направлена в самые приземленные миры, самые неразвитые миры, где жизнь начиналась с микроорганизма, с микроэлемента и была в состоянии очень-очень примитивном. Высокоразвитые существа, запрограммировав, создав план по развитию этой жизни, этой планеты и других планет, имела в составе понимание того, что когда-то и существа, и таких планет, как эта, поднимутся на очень высокий уровень духовного развития и смогут достичь даже их уровня. И для этого, для того, чтобы вы могли развиваться и могли открывать свою истинную природу, потому что зародышем вашего духа, вашей духовности, вашей природы является божественное начало, является монада, зерно духа, зерно высшего разума, высшей творческой силы. В общем, внутри каждого из вас есть высокая, высшая природа самого Творца. В вас находится природа того, кто вас создал, высшего состояния творения. Для того, чтобы раскрылась эта природа изначально этими существами, да и не только для этого, а вообще были созданы более развитые миры духовной культуры, которые намного превосходят этот мир, и вы называете эти миры Царствием Небесным. Итак, мы немножко подобрались к первым тайнам, к первым знаниям о Царстве Небесном. На протяжении всей передачи я буду стараться вам открывать эти тайны. Наберитесь терпения, не все сразу. И то, что мне хочется вам объяснить, очень сложно объясняемо мною для вас, потому как нет многих состояний на этой планете, многих вещей и многого понимания, которое присутствует на этих более развитых планетах, где я могла бы вам объяснить состояние жизни этих планет. Но я все-таки буду стараться. Итак, друзья мои, высокоразвитые планеты уже сейчас, и на них зародилась жизнь в начале. Эта планета, она уже была создана как раз существами этих более развитых планет и более развитых уровней жизни. Создав
так называемые царствия небесные, миры духовной культуры, миры высокой эволюции, миры, где присутствует высокоразвитая цивилизация. Конечно же, был план, и он по сей день существует, план того, чтобы вы, менее развитые существа, но имеющие высокого развития потенциал, смогли продолжить свою жизнь в этих мирах духовной культуры. На этих более развитых, духовных, современных, наверное, цивилизациях. Да, вместе с ними, где они вас будут обучать, развивать вас, где будут каждый раз, каждую эпоху, каждый век вашей жизни открывать в вас вашу природу, учиться вас, пользоваться своей собственной природой, создавать в вас творческую силу, творческий потенциал и уже как подобие, как потомство самого Творца-Создателя проявлять этот потенциал творческой силы в космической реальности, где вы уже совсем не будете людьми, вы будете духовно развитыми существами божественного происхождения, духами высокой категории, имеющие высокий потенциал энергетики. Конечно же, существует так называемая пирамидальная картина устройства этих планет. Можно это объяснить таким образом. Планета, на которой вы сейчас эволюционируете, она находится в конце пирамиды. Начало жизни и самая развитая планета, даже не планета, а творческая сила, обитель, вечная обитель, она называется райской обителью. А все то, что существует ниже в этой пирамидке, это все вспомогательные уровни эволюции. Да, можно сказать и так. Обительские миры, Царствие небесное, миры более высшей духовной культуры, инопланетные миры, миры духовной цивилизации, высокоразвитой духовной цивилизации. Это как раз и есть миры переходной культуры, где вы будете приобретать и открывать в себе все новый и новый опыт, все открывать более новые и совершенные свои способности и возможности. Эти миры ждут вас. Но что нужно сделать для того, чтобы эволюционировать на эти прекрасные планеты? Этого мало. Даже вот невозможно назвать, рассказать об этих планетах, о тех красотах, которые там существуют, и передать вам всю ту необыкновенную красоту и прелесть, которая там присутствует на этих планетах. Вы скажете, а почему здесь такого нет? Вы должны понимать, чем выше в своей духовности мир, тем более высокие технологии. Сами же высокие технологии создают многообразие жизни, а это многообразие жизни создается многообразным количеством разных существ, которые тоже на этих планетах эволюционируют. Да, друзья мои, эти планеты, более высокоразвитые планеты, они вмещают в себя разных существ. И туда, на определенные станции, там существуют так называемые станции, приемные станции, так их называют, прибывают инопланетные корабли из других планет, из других галактик, из других солнечных систем. И никто никого не стреляет, никто никого не отслеживает. Все дружно обмениваются опытом, прибывают комиссии, космические комиссии, которые проводят определенную инспекцию, которые проводят, скажем, такой процесс наблюдения за развитием той или другой планеты, да, более развитой. Почему эти планеты намного краше, нежели планета, на которой вы сейчас эволюционируете? Как я вам уже говорила, существа, живущие там, владеют высокими технологиями, высоким разумом, а значит, намного выше возможностями. И применяя свои возможности как творческую силу, каждый из них, выполняя свою работу, свое предназначение, создают и привносят каждый из них свою лепту в красоты этих миров. Да, можно сказать так, есть миры ниже потенциалом развития, есть миры выше потенциалом развития, но все эти миры, они общаются друг с другом. Почему? Да потому что они не находятся в изоляции, они открыты друг другу. И из одного мира, с одного мира можно связаться с другим миром.
через определенную систему связи. Существует так называемая космическая система связи. Существует также так называемые, это образно, космические дороги, по которым перемещаются так называемые существа из одной планеты в другую планету. Да, друзья мои, космос, он пронизан огромным состоянием возможностей. И человеку, конечно же, вот люди, сейчас ученые этой планеты, они запускают космические корабли, те себе летают себе, непонятно, где они летают. Конечно же, долго летят, понятно, что долго. Хотя на самом деле есть космические каналы, дороги, по которым перемещаются так называемые духовно высокоразвитые существа. Кстати, на эту планету они тоже прибывают через эти каналы, энергетические каналы, сжатие пространства. Там сжимается пространство, за счет этого путь становится короче, и они очень быстро перемещаются с одной планеты на другую. Друзья, давайте поговорим сейчас о том, что ждет вас на этих планетах. Вообще, к чему вам нужно готовиться? И вообще, есть ли там сейчас в данный момент люди с этой планеты? И что они сделали для того, чтобы жить на этой планете? Каким образом им удалось переместиться на эти планеты? Вообще, как они туда доехали, на эти планеты? Кто их туда привез? Давайте разберем эту тему. Конечно же, это требует очень серьезного и долгого объяснения, но я постараюсь кратенько вам рассказать об этом. Я хочу вам сказать о том, друзья, что сам процесс вашей эволюции, он устроен таким образом, чтобы, начав эволюцию с этой планеты, вы взошли и поднялись на самый высший уровень эволюции и реальности, где вам нужно стать такими же совершенными, как сам Творец, Создатель, Высший Разум. То есть вам в себе в процессе эволюции нужно раскрыть его природу. А для этого и созданы эти планеты высокоразвитые и миры. Конечно же, покинув эту планету при определенных заслугах ваших, при определенных устремлениях, при определенном соответствии, вот именно, наверное, это самое правильное слово, соответствии, быть перенесенным, быть привезенным на эти планеты, высокоразвитые планеты, так как там живут только высокоразвитые существа. Да, можно сказать так, обыкновенный человек туда попасть не может, это невозможно. Да ему там даже нечего будет делать, то есть там таких, как он, неразвитых нет. Там все высокоразвитые существа. Там вы встретитесь с серафическим огромным воинством, огромными существами, которые занимаются развлечениями, музыкой, которые сорганизовывают быт, отдых, которые сорганизовывают обучение, развитие, которые создают разные уровни проекции реальности, которые занимаются разработкой новой жизни и внедрением новой жизни, которые занимаются изучением других планет, других реальностей, которые занимаются помощью на других планетах, особенно тех планетах, которые находятся, претерпевают определенный уровень падения или находятся на низком уровне своего развития. В общем, можно сказать, что жизнь там, друзья, кипит. И значение жизни состоит в том, чтобы, поднявшись на более высокий уровень, поднять другие планеты и других существ также на более высокий уровень. За счет этого, за счет этой помощи, а в космосе все построено на взаимовыручке, на взаимопомощи, на взаимозаботе друг о друге. Вот философия именно такая. Все заботятся друг о друге. И находясь в этом более высокоразвитом состоянии, видя, что вы здесь не в таком состоянии, они прибывают на эту планету и занимаются вашим развитием. Даже непонятно, как для вас это происходит, но это действительно так и есть, друзья. Так вот, чтобы быть там, чтобы заслужить там быть и эволюционировать, и наслаждаться красотами, и поднять свой высокий уровень своего духовного потенциала и тоже стать Творцом, нужно уже здесь начать этот правильный путь восхождения. Остановлюсь. Что значит путь восхождения? Ведь посмотрите, все восточные направления духовные,
Они вам предлагают развитие, они предлагают вам состояние нирваны, они предлагают вам, кто-то предлагает вам реинкарнацию, перерождение, кто-то предлагает вам вообще пустоту, стать пустотой, быть в пустоте и все. Ну, в общем, я бы сказала так. Мало из направлений, духовных направлений, которые как бы якобы должны были бы развивать человечество, говорят о том, что вас ждет в будущем, и вообще готовят вас к этому будущему. Более того, я бы даже сказала так, многие религиозные структуры сдерживают вас от эволюционного процесса, где вы могли бы достичь определенного духовного статуса и прибыть на эти высокоразвитые планеты, и там уже продолжить свою совершенную жизнь без умирания и без послесмертного опыта. Да, друзья, многие специально это делают, специально от вас скрывают эти знания и не дают этих знаний ни в школе, ни в детском садике, нигде нет, об этом не говорят. Вообще о человеческой природе ничего не говорят. Не говорят того, что воистину действительно существует. Эту информацию скрывают от человека, скрывают те существа, которые так мечтают, да и делают это, которые правят вами. Они не хотят, чтобы вы были развитыми, они хотят, чтобы вы были темными, и чем темнее, чем глупее, чем тяжелее вам жить, тем легче им вами управлять. Вы все это знаете. Спроси любого человека, каждый это знает. Но тогда я задаю вам вопрос, скажите, если вы это знаете, почему вы ничего не делаете, зная это все, зная, что вы в ловушке, зная, что от вас скрывают правду, зная, что вас не готовят к этим мирам, зная о том, что вам даже запрещают это делать, даже наоборот высмеивают это. То есть делается все, чтобы вы в это и не верили, и не знали, а уж тем более этим не занимались. Хотя в этом задача, эволюционная задача каждого родившегося на Земле. Вы обязаны это делать. Вы обязаны жить вечно. Вы обязаны посещать эти совершенные миры и совершенствоваться самим там, на этих мирах, в этих обителях. Но опять-таки, чтобы быть туда доставленным, нужно здесь заработать это. Нужно поднять свои вибрации до такого высокого уровня, чтобы вы могли войти своей энергией, своим духовным опытом в эти миры, чтобы вы были нужны в этих мирах, чтобы в вас была ценность вашей духовной жизни, ведь там же столько же духовно развитые существа, там не духовно развитых нет. Там все намного выше в потенциале жизни и эволюции. Растения имеют разумное состояние животного. Животное имеет разумное состояние человека на этой планете. То есть все животные, как вы, люди, там. Они разговаривают, они общаются друг с другом, они развитые. Все растения тоже общаются друг с другом так, как здесь животные общаются друг с другом. Телепатические, энергетические и так далее. Там форма жизни намного-намного выше, друзья мои. Высочайшие технологии. Нет перемещения по почве планеты, хотя есть 3 вида состояния этих планет. Это материальное состояние. Да, эти планеты имеют почву, имеют растительность, животный мир, имеют озера, имеют так называемые реки, имеют эти все красоты. Они также имеют состояние газообразной жизни и, конечно же, имеют состояние духовной жизни. Состояние духовной жизни присутствует на этой планете, газообразной так называемой жизни, ну, здесь относительно не существует той, которая там. Здесь другая форма жизни, в другом состоянии. А вот там человек, прибывший с этой планеты, встретится сразу со всеми 3 видами проявленной реальности. И с физическим состоянием он будет видеть физический мир, тот мир, и марантийный мир, газообразный мир и духовный мир. И даже будет видеть существ, которые будут его развивать. Он будет знать их природу, он будет изучать человек природу этих существ, он будет изучать их эволюционный путь. Они, в свою очередь, будут заботиться о вас. И таким образом поспособствуют вам и помогут вам в процессе раскрытия своей собственной природы детей
Бога. Друзья мои, описывать эти планеты значит говорить о самом прекрасном, о самом чудесном, даже о том, что не может даже представить разум человеческий. Все настолько совершенно и прекрасно, все настолько в творческом развитии и видоизменении форм жизни, состояний жизни. Все настолько удивительно и настолько пространства эти наполнены чистотой и любовью. Там, друзья мои, нет замков, нет ключей, там никто ничего не прячет, никто ничего не забирает, там никто ничего не жадничает, все друг друга понимают. И даже если прибывают люди, они прибывают с таких планет, как эта, ну, еще помнящие о своих замках, ключах, и там что-то могут украсть, обмануть, еще подсознательный будет у вас такой память и опыт. И, конечно же, там будут делать все, чтобы вы были лишены этого неприятного опыта, потому что там этот опыт вам будет не нужен. Там все открытые, чистые, там вы, глядя друг на друга, будете видеть мысли каждого из них. Поэтому там нет обмана совершенно. Там, если ты обманываешь, то сразу это видно, это становится видимым. Ну, друзья мои, можно сказать так, это миры, которые для этой планеты служат примером. И когда люди с этой планеты, будучи духовно развитыми, прибывают туда, они думают, что они прибыли в райскую обитель. Настолько прекрасны эти миры. И затем их учат, им рассказывают, им объясняют то, что это не единственный мир, что есть еще более прекраснее миры. И даже иногда устраивают экскурсии на эти миры. И люди, посещая, они уж там не люди, они уже там духовные личности. Личности, которые готовятся к единству с божественным высшим разумом, величайшей творческой космической силой, космической реальностью. И, конечно, друзья, когда это происходит этот процесс, совершенный процесс подготовки. Человек понимает, насколько он велик, насколько он многогранен, насколько он прекрасен, как много в нем сокрыто и к чему ему стремиться нужно дальше. Друзья мои, эти планеты, Царствие Небесное, миры духовной культуры, их много. Они, друзья мои, экологически чистые полностью. Вот вам это о чем-то говорит. В общем, вода настолько чистая, воздух настолько чистый, производства не имеют каких-то выбросов, какой-то, ну скажем, каких-то химических отравляющих друг друга веществ. Все строится и делается и создается на уровне высочайших технологий. Все создается из энергии. Работают высочайшие, умнейшие математики и алхимики, которые создают любое вещество с помощью своих знаний, понимания и развития планеты и, конечно же, опыта и умения. Да, можно сказать так, это миры, прекрасные цивилизации, это миры, которые для этой планеты просто в данный момент служат примером. Но хочу вам сказать, друзья мои, что эти миры по сравнению, сравнительно, если учитывать космические расстояния, по отношению с этой планетой находятся не так уж и далеко. И это миры, которые не настолько совершенны и прекрасны, как есть еще другие миры в космосе. В общем, мне хотелось бы сказать вам так. Миры, о которых я вам сейчас говорила, это не завершающая такая прекрасная реальность. Есть миры еще лучше, есть миры еще совершеннее, где живут еще более совершенные существа, которые с помощью своих возможностей и своей величайшей природы создают еще более прекрасные вещи и проявленное состояние жизни на этих планетах. И вы побываете и на этих планетах. Можно сказать так, вы будете путешествовать в состоянии бессмертной вечной жизни по этим мирам и планетам. И каждый раз, поднявшись выше, вы будете подниматься выше и перемещены будете перемещаться, вас будут перемещать на более развитые планеты, в более развитые миры, где вас будут
знакомить и развивать с более высокоразвитыми существами. И, конечно же, там будут вам открыты еще более высшие знания, знания обо всем, про вся, знания, которые дадут вам возможность освоить и открыть свою природу. В конечном итоге задача каждого дитя Бога здесь, на этой планете, стать таким же совершенным, как сам Творец-Создатель. И вообще весь космос имеет план своей эволюции. Завершающая стадия эволюции – это полное и совершенное совершенствование, совершенность космоса, космической реальности, где Творец сам и сказал: «Будьте совершенны, как совершенен Я». Поэтому, друзья, все, что развивается, все, что вы наблюдаете, все, что вас окружает, это все устроено, построено, направлено, свершаемо на этот величайший путь совершенной эволюции. Но как вначале дети, молодые, юные, совершают ошибки и через ошибки понимают эту жизнь, так и космос, имея свою молодость, а он молодой, друзья, конечно же, может совершать ошибки. Эти ошибки выражаются в виде таких падений, как было падение Люцифера, о котором вы знаете, падение сатаны, падение Каллигастии, Долигастии, существ, правящих этой планетой. Друзья мои, Царствие Небесное – это миры и для вас также, и они ждут вас. Если об этом свидетельство есть, в той же Библии есть. В той же Библии есть такое выражение, не помню уже в какой главе, но есть выражение о том, что и тысячи восстали из мертвых, и были принесены, воскресли в Царствии Небесном. Да, это все, что вам говорят, но пусть хоть это говорят. Так вот, Царствие Небесное – это миры более развитой духовной культуры, где проживают, проходят свой путь эволюции духовно развитые существа. И они, будучи более духовно развитыми, чем вы, помогают вам, живущим на этой планете. Почему? Все просто. Весь космос – это одна система жизни. Ее разделить невозможно. Кто хочет поделить, заканчивается так, как закончилось на этой планете, как закончилось с Люцифером. Вот он захотел поделить. И тот, кто делит, а не созидает, он обязательно сам свою дележку, сам свою злость, ненависть и желание властвовать и изживет. И живет в трудностях, в бедах, в страхах, и живет в состоянии небытия, где будет полностью разрушен сам, по собственной воле, собственными руками, сам себя и уничтожит. Да, друзья, зло само себя изживает. Зло само себя и уничтожает. Это знают все в космосе, все высокоразвитые духовные существа знают, что злые люди, они сами находятся в саморазрушении, они сами себя уничтожают, не понимая даже, как они это делают. Так и есть, друзья. И я хочу, чтобы вы это осознавали. Я хочу, чтобы вы следили за своим внутренним состоянием и избавлялись от того, что вас может разрушать, от злости, от желания поделить, от желания забрать себе, от желания властвовать над кем-то, превосходить над кем-то, создавать внутреннее состояние превосходства. Это все не законы космоса, это те законы, которые нарушают реальность космоса. Итак, друзья мои, миры обители дожидаются духовно развитых людей. И сейчас там есть такие люди, они продолжают свой путь эволюции на этих планетах. Вернутся ли они сюда, на эту планету? Вряд ли. Вряд ли. А зачем? Если уже им удалось вырваться с этой планеты, то они уже не вернутся, они уже максимально познали опыт этой планеты.
Но они, став более высокоразвитыми существами, в будущем, в дальнейшем, смогут посещать другие планеты, также где развивается, ну скажем, жизнь более примитивная, и смогут стать духовными личностями и помогать другим существам других планет. Ведь, как я вам сказала, космос– это одна единая реальность, это одна жизнь, и эти миры вас ждут, друзья. Каждый раз, создавая новую реальность, вы открываете свои возможности. На этой планете невозможно достичь совершенства, того совершенства, которое внутри каждого из вас сокрыто. Это невозможно. Невозможно достичь этого совершенства и в мирах-обителях. Невозможно достичь этого совершенства даже в центре Вселенной, в центре галактики. Невозможно. Совершенство для того, чтобы достичь, нужно своим опытом жизненным пройти всю седьмую сверхвселенную, где вы познакомитесь и с высокоразвитыми существами, их задачами, их трудом, а заодно и раскроете себя также в задачах, также в труде, также в свершении. Не думайте, что вы там будете только отдыхать, но и отдыхать будете также. Я готова к вашим вопросам. Я знаю, что сегодня их будет много. Я буду стараться, друзья мои, объяснить, хотя мне это очень непросто. Сложно объяснить вам то, чего вы не видели никогда и о чем вы никогда даже не слышали. Но я постараюсь. Первый вопрос у нас. Добрый вечер. Вопросов действительно много. К сожалению, очень много вопросов, которые и к теме не относятся, и, начнем с простейшего. Наталья Владимировна, вы сейчас нас готовите к переходу в другой мир через смерть? Заслужите не умирать, и смерти не будет, друзья мои. Заслужите не умирать. А, например, как Эдгард Кейси. Он же не умер, он растворился в свете. Заслужите такое состояние, станьте светом. Умирать не надо будет. Вы-то и умираете только потому, что умираете в состоянии животной природы. Вот и все. Станьте природой света, растворитесь в свете. И не надо будет умирать. Ваше тело трансформируется в свет. Да-да, физическое тело трансформируется в свет. Станьте такими, и будете это иметь. Друзья мои, вы и этого боитесь, вы и смерти боитесь, и жизни боитесь. Для вас смерть – это что-то страшное, хотя на самом деле это естественный процесс вашей жизни. И не было бы смерти, не было бы рождений, вообще эволюции бы не было. Но изначально вам можно было бы и не умирать, если бы вы достигли нужного состояния развития. И когда-то эта планета придет к состоянию понимания, высокого состояния духовности, где люди будут готовиться уже не к смерти, а к переходу в другие, более развитые миры. Когда-то придет такое время. И я знаю, что помимо меня прибудут на эту планету еще более развитые личности, и они будут вас этому учить, они будут вас тоже к этому готовить. Да, я сейчас вам рассказываю, да, я вас готовлю к жизни в обительских мирах, да. Кто как туда прибудет, да не столь важно, умрете вы и прибудете туда, не умрете и прибудете в свете туда, трансформируете свет. Не важно, это не важно. Важно то, что вы можете туда прибыть. Если вы вспомните изречение Иисуса, Он говорил вам: «Я не пришел провозгласить вам здесь мир на этой планете. Вы еще долго будете воевать, и зло будет изживать себя. Я пришел вам указать путь в Царствие Небесное». И прийти в этот путь, и Он учил людей, что надо сделать, чтобы прийти в это Царствие Небесное. И когда Он воскрес, и тысячи из мертвых воскресали в Царстве Небесном. Это что же в Библии там где-то есть? Я не могу сказать, как вы пройдете этот путь, этот процесс, ведь вы настолько разные.
настолько разные, настолько у вас меняется ваше ощущение, ваше мнение. Вы тут верите в это, тут через 5 минут уже не верите, тут это понимаете, тут уже вы и не понимаете, и сами не понимаете, что понимаете. Люди настолько неустойчивы, настолько их мозгами правят сущности, и вот матрица, которая владеет всем миром, настолько, что думаешь, боже мой, ну сколько еще человеку надо дать знаний, что ему еще сказать, какой секрет ему еще открыть, чтобы он наконец-то стал работать над собой. Отказался от ненависти, от агрессии, злости и так далее. Что еще надо? Почему люди сегодня видят меня, верят? Я уехала, я телевизор выключился, компьютер выключился, уже не верят. Уже непонятно, во что верят. Настолько человек неустойчив, настолько он собою не управляет и своей жизнью, что предугадать, как вы, когда вы поступите, в какой момент, никто не может. Настолько люди непредсказуемы, неверующие, неразвиты и неустойчивы. Тут верят, тут не верят. А вроде бы и верят, а чудят такое в жизни, что диву даешься. Думаешь, как человек так учился, столько и такое учудил. Как он такое учудил? Как при наличии таких знаний и возможностей можно еще такое учудить? Как? Как? Вот. Мне вот, вы знаете, когда я веду свою работу и, конечно, открываю вам великие тайны, знания, у меня внутри вот Бог мне говорит, вот они узнают это, и они 100% больше не будут такими, как они были раньше. Они будут этим пользоваться, им это поможет в их жизни. Вот душа моя просто говорит мне об этом, так мне этого хочется. Но, к сожалению, друзья мои, не всегда получается так. Вы неделю верите, 2 недели не верите. Или наоборот. К сожалению, так. Почему? Есть ли ответ? Есть ответ. Есть ответ. Люди себе не принадлежат. Они находятся под влиянием, давлением так называемых существ. С тонкого плана, на тонком плане есть так называемая матрица, к которой подключены разумы людей, и их запитывают теми программами, им посылают в их мозг те программы, которые заставляют их думать. Поэтому, в принципе, человек живет не своей жизни, не свою жизнь. Он как робот обрабатывает своим мозгом то, что ему посылает матрица. Вот так, это правда, друзья. Поэтому сегодня он верит, Наталью Владимировну увидел, верит. Ну да, ну как этому не верить, ну все же доказано. Ну как же, я же доказать могу. Верит. Наталью Владимировну не видит, уже не верит. Почему уже не верит? Опять подключился к коллективному бессознательному и опять запитывается иллюзией. А там говорят, ты не верь ей, ты ей не верь, не-не-не. Ну что ж ты поверишь ей? А ты что, это видел? А она это видела? А откуда она знает, что это так? А может, это она все выдумала? А может, она просто книжек начиталась и вот теперь тебе лапшу на уши вешает? Это вам так говорят. И говорят об этом сущности. Говорят программы, матрицы, которые владеют умами таких людей. Можно ли сделать так, что вы не будете находиться под воздействием матрицы? Можно. И мы это делаем. Только делают это те, кто делают. А те, кто играются в это, они не могут этого сделать. Почему? Да потому что они несерьезно к этому относятся. Они в театре играют роли, клоунаду играют. Мамы они, роль мамы играют, роль жены, роль еще кого-то. А когда же вы сами собой-то будете? Что же вы играете эти ролевые игры? Кому они нужны? Ведь вы же не можете быть настоящими в этих играх. Кому это надо, друзья? Я сейчас обращаюсь к своим ученикам. Они знают, к кому я обращаюсь. Знают. Следующий вопрос. Санкт-Петербург, Дарья спрашивает. В эти миры человек может попасть только после смерти? Нет, Дашенька, он может попасть в процессе перехода. Ну что ж после смерти? Вот смерти нет, есть процесс перехода.
Ну вот вы покинули этот мир, по отношению к этому миру вы исчезнете, ну да, ну хорошо, назовите это, умрете. И будете перемещены в другой мир, на другой уровень, другое пространство. Да, у вас там не будет материального тела, физического не будет, но будет другое тело, другие будут тела. У вас 6 своих тонких тел, и они имеют свой 4 духовных тела, это потенциал для жизни в этих мирах. И если развиты ваши духовные тела, вы будете жить в мирах-обителях, да. То есть здесь нужно поднимать духовный свой потенциал, развивать духовные тела, которыми вы будете жить и быть проявленными в этих так называемых мирах. Для меня вообще нет такого понимания смерть. Есть переход с одного состояния в другое состояние. У меня это понимание этого перехода не вызывает никаких страхов. Даже наоборот, друзья. Даже наоборот, многие люди, которые умирали, но вернулись обратно, рассказывают о такой радости, таком счастье. Я тоже знаю, о чем идет речь. Я тоже видела это состояние после смертного опыта много-много лет назад. Это такое счастье, это такое наслаждение, что хочется только то и делать, что умирать, умирать и умирать. Ты переживаешь такое счастье и наслаждение, что на земле ты такого не переживал. Кажется, что вся любовь всего мира за все эпохи и века собралась, и ты проживаешь эту любовь в состоянии вечности. И ты чувствуешь, что это не кончится для тебя никогда. Что ж в этом плохого? Вот мне показали, что такое послесмертный опыт. Это же прекрасно, друзья. Вы мало что знаете о смерти, боитесь ее. Это еще раз подчеркивает неразвитое состояние планеты. И вам специально не дают знаний о послесмертном опыте. Вот только сейчас начали об этом говорить и немножко просвещать людей. Следующий вопрос. Виктор из Днепра спрашивает. Иисус говорил, Царствие Небесное внутри вас. Что это обозначает? Он имел в виду нужное состояние, нужную сонастройку. Он имел в виду состояние вечной жизни. Те красоты, которые спрятаны внутри каждого человека. Ведь вы все связаны с этими мирами. Внутри вас есть все то, что создал Творец-Создатель. Вы есть ничто, которое в себе хранит все. Вот что он имел в виду. Иметь внутри Царствие Небесное значит иметь спокойствие, иметь веру в высший разум Творца, в Создателя, жить по Его правилам, по Его законам, по Его советам и Его рекомендациям, быть чистым душой, служить человечеству, помогать людям. Вот что такое Царствие Небесное внутри. Только такой человек, имеющий это состояние, может рассчитывать на жизнь в мирах-обителях. Следующий вопрос. Евгения из Москвы спрашивает. Наталья Владимировна, подскажите, пожалуйста, в каких случаях дух человека возвращается на Землю снова и снова, пока мы не достигнем определенного уровня развития для этого? Да, именно для этого. Пока ваши души не приобретут количественного материального физического опыта и памяти. Ваши души имеют в себе состав от начала зарождения, зачатия до самого высшего эволюционного состояния творческой силы высшего разума. То есть в душе есть знание обо всем этом, о процессе, о пути. У души есть знание. Но знание это она понимает и считает выполненным только тогда, когда она переживает это все на опыте. Не доработал человек какой-то опыт, а опять приходит, опять не доработал, а опять. Поэтому, вы знаете, я всегда говорю своим ученикам, друзья, старайтесь не бояться перемен. Полюбите опыт, полюбите все те задачи, которые вас ведут по этому пути, по этой дороге. Это действительно дорога, это путь, и принимайте все на этом пути. Ну так вот, да, значит, мне для чего-то это вот надо.
Надо понять, для чего, разобраться, исправить и жить этот опыт. Будет следующая задача, следующая. Ведь каждая задача, которую вы проживаете, она делает вас лучше. Она открывает вашу природу возможностей. Человек, который сидит, только медитирует, но ничего не делает, не совершает процесса эволюции, не решает свои жизненные задачи, он не имеет жизненного качества, духовного качества жизни, потому что он ничего не делает. За него все делают, а где же его опыт? И он вынужден будет снова прийти. Все монахи в Тибете, они это люди, которые воплощаются. Кстати, не раскрывая свою природу. Кстати, знаете, кто их, закутал в таком, пустил их по кругу в эволюционном этапе? Падшие существа. Падшие существа, в которых они верили, которым они служили. И очень многие знания Востока, они как раз скрыто и имеют эти знания. То есть существа, прибывшие, ставшие падшими, не рассказывали вам о том, что вам надо вырваться с этой планеты в процессе эволюции и дальше жить вечной жизнью, раскрывая свою природу. Нет, восточные знания говорят о том, что ну вот ты достиг нирваны, вот ты пошел в нирвану, посидел в нирване растворился и все. Да не все, друзья мои, это было бы слишком просто. И не надо было бы создавать столько планет, если бы это было так просто. Нет, человечество обманули. Обманули и раскрывали в человеке только, друзья мои, два состояния жизни. И это говорит о том, это было тело и разум, и это говорит о том, что истинная природа человека не развивалась, дух, энергия не развивалась. Помните, как когда-то крестили церковники? Помните? Вот так вот складывали пальчики, вот таким образом. Вот два начала, тело и разум, и вот два начала, тело и разум. А когда вы скрещиваете три пальчика, всеобщий Бог Отец, Вечный Сын, Бесконечный Дух, в отношении вас тело, разум и дух, энергия. Триединая ваша природа, триединое ваше состояние. Вот это и есть целостное, правильное, истинное, эволюционное развитие человечества. Идя по этому пути, раскрывая в себе природу и разума, и тела, и энергии, духа, божественности, вы действительно раскрываете в себе свое предназначение и свою истинную природу. Ведь вы все это триединое состояние есть. Это все есть у вас. Если забрать хоть один аспект из вас, у вас, то вы уже не будете иметь той природы своей, которую вы имеете. А вы теперь подумайте, наверное, кто-то был заинтересован в том, чтобы вы не имели своей истинной природы, чтобы она у вас не раскрывалась. Интересно, кому же это было выгодно, чтобы вы не раскрывали себя своей природы? Кто хотел вашего неразвитого состояния? Кто хотел, чтобы вы были просто биологическими машинами, разумом которых будут управлять? Задумайтесь, друзья. Я не хочу, чтобы вы этого боялись, нет. Страх – это животное состояние. Только слабый и никчемный человек, неразвитый, будет чего-то бояться. Я не хочу, чтобы вы боялись. Но мне очень хочется, чтобы вы устремились в раскрытие своей природы и когда-то достигли Царствия Небесное. Тем более вот в 30-м году, очень скоро, будет следующее воскрешение. Следующее воскрешение, где тысячи и тысячи из мертвых души их восстанут и будут перенесены в миры обители. Это те души, кто умер раньше и сейчас дожидается дальнейшего путешествия своей эволюции и жизни. Огромное количество людей с этой планеты покинет эту планету и продолжит свою эволюцию в мирах-обителях. В 30-м году, приблизительно весной, по всей вероятности, я так думаю, хотя, наверное, на протяжении определенного периода времени будут изыматься души и будут переноситься на другие планеты. Кто их туда везет?
А есть так называемые духовные машины, их так можно назвать. Это серафическое воинство, которое транспортирует душу человека, его тонкие тела, его память и опыт в эти прекрасные миры прекрасной культуры. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Геннадий из Кишинева спрашивает, как отключиться от матрицы? Если мысли приходят из матрицы, то как понять вселенский закон о праве выбора? А те, кто создал матрицу, они не служат вселенским законам. Они используют вселенские законы. И вас они тоже лишили выбора, так как навязывают вам и заставляют вас думать то, что они хотят, чтобы вы думали. Падшие существа и их потомки сейчас правят этой планетой. Они нарушили все законы Творца-Создателя. Они сказали, что нет никакого Творца. Нет никакого Творца. Никто же его не видел, никто ж там не побывал. Они побывали только потому, что еще не заслужили, недостойны видеть и побывать, недостойны. Не свершили своего пути эволюционного. Они нарушили все законы. Как отключиться от матрицы? Только духовный рост. Повысить вибрации до такого высокого уровня, создать такую себе защиту, защищенность, именно защищенность от этой матрицы, создать такое внутреннее спокойствие, самообладание, понимание, высочайшую осознанность, работать в сильнейших сакральных механизмах, которые и будут защищать вас, где на вас нельзя будет ни влиять, ни воздействовать никакими методами и средствами. Да, друзья мои, я этому учу своих учеников. Я стараюсь как можно больше дать вам знаний и возможностей. Другое дело, насколько они это понимают, это другой вопрос. И сейчас понимают, когда меня видят, а как только закончится передача, сразу восвояси. И такое есть. Есть, друзья. Да, вот так вот есть. Я всегда вам говорю правду. Хотя есть и те, которые достигли очень высокого уровня. У них жизни совсем другие. Они не сомневаются. Они, получив это богатство, это неимоверное богатство, они пользуются этим и направляют эту силу, свою энергию, свои возможности в себе открывшиеся на спасение мира и человечества. Они объясняют тем фомам неверующим, которые тоже ходят вместе с ними на курсы, но не верят по-настоящему и не пользуются этим, и не понимают, настолько их тянет матрица. Матрица тянет. Да, им сложно, этим людям, но хорошо, что есть те, которые смогли выйти из-под влияния и давления матрицы. Они открыли сверхспособности в себе. Они, пришедшие с болезнями, очень тяжелыми болезнями, стали совершенно здоровыми людьми, и им больше не нужны операции. Они видят людей, чувствуют людей, они предвидят ситуации, они стали экстрасенсами, они стали внутренне спокойными. В семьях все наладилось, и любовь к мужу, к семье, к детям, и дети любят. В общем, все правильно, и денежки есть, и спокойствие в душе. А главное, что есть у этих людей, это устремленность. Они знают, куда они идут. Они знают, чего они хотят. Они знают. И более того, они помогают тем неверующим фомам, которые тоже ходят на курсы, но все-таки не верят. Есть и такие. Друзья мои, это очень тяжкий труд. Ох, какой непростой, если бы вы знали. Мозги у каждого из людей работают по-своему. У каждого свой уровень развития интеллекта, у каждого развитие духа, у каждого количество жизней прожитых, у каждого свой нажитый опыт. И это все влияет на духовное развитие человека. И человек, который прожил уже много жизней, и много даже пострадал, и много всего увидел, он быстрее верит в это, он понимает, он видит изменения сразу в своей жизни, и ему легче. Только духовное развитие дает возможности отключиться от матрицы.
Только сильные смогут это сделать. Слабый, неверующий, слабый. Ой, помогите мне эти, ой, помогите эти, ой, эти, помогите. Все, бьем мне все. А ну, родину мне вынь да положь тут. Сразу мне помощь нужна. Вот эти люди, они полностью под управлением матрицы и сущностей, которые их догрызают. Да, жаль, но есть такое, друзья. Жаль. Но я буду делать все, чтобы таких людей было все меньше и меньше. Я буду делать все, чтобы и эти люди, и люди, которые сомневаются и не все понимают, потому как знания, которые я даю, это высшие знания, очень высокого уровня знания. Да, и многие не все и понимают, но все-таки я буду все равно жевать, все равно рассказывать, все равно использовать разные фразы для того, чтобы донести до состояния сознания человека. И человек осознал и применил это богатство и в своей жизни. Я вам скажу больше. Все мои ученики, без исключения, все получают результат, без исключения. Один больше, другой меньше. Но есть из них те, кто ценит это и дальше трудится, работает и имеет еще больший результат. А есть те, которые, о, хорошо, проблема же решилась. Да все, мне главное проблему вот надо было решить. Мне духовно развиваться, зачем мне? Я же проблему решила. Я же шла только решить проблему. Вот она решилась, эта проблема. Мне больше не надо духовно развиваться. Это называется... Не буду говорить даже, как называются эти люди, они сами знают, как они называются. Но на самом деле, друзья мои, это предательство, это алчность, где используется высшее знание для своих меркантильных корыстных целей. Этого делать нельзя. Вы скажете, да как же нам не выполнять свои задачи, не решать свои проблемы? Решать. Но быть верным и преданным, и идти учиться не только для решения проблем, а прийти в Царствие Небесное, эволюционировать вечно, жить вечно, не умирать больше, зажелать не умирать больше никогда, стать совершенным. Вот какой должна быть цель. И если именно эта цель будет вами поставлена, и свершаться будет эта цель, друзья мои, проблем не будет, да их и нет. Есть задачи, задания, и смотрят, как вы это задание пройдете. Подыметесь вы, пройдя это задание, или упадете опять. И уже потому, как вы поступите, дальше с вами возятся или не возятся, уходят в сторону. Вы же должны понимать, что за вами наблюдают, вас ведут, вам помогают духовно развитые существа с этих, кстати, планет, с этих миров обителей. Помогают вам эволюционировать и когда-то прибыть на эти планеты и продолжить там свою жизнь. Все очень сложно, друзья, очень непросто все. Я, конечно, сейчас вам это рассказываю примитивными человеческими словами, хотя все это намного сложнее, намного. Следующий вопрос. Прежде чем перейти к следующему вопросу, я очень попрошу, нужно людям дать разъяснение, потому что я вижу, потому что задают. Название передачи имеет несколько уже религиозный оттенок. К сожалению, это воспринимается так, то говоря о том, что выйти из матрицы, нужно духовно развиваться. Люди сейчас вижу просто чешут затылок и думают, так, духовно развиваться. В какую же это нам нужно бежать церковь? Где же это, вот какие надо ритуалы, какие поклоны, как креститься, вот что это за духовное развитие, вот как же, вот что же это, как же, чтобы отключиться от матрицы, да попасть в это Царство Небесное. Что я попрошу? Пожалуйста, сейчас краткий глоссарий. Что такое Царство Небесное современным языком? Что такое духовное развитие современным языком? Что такое обучаться духовному развитию и развиваться на современном уровне? Пожалуйста. Первый вопрос. Царствие Небесное – это более развитые миры, где проживают более развитые цивилизации.
Это понятно. Эти миры созданы с целью, чтобы на этих мирах, более высокоразвитых, проходили, дорабатывали эволюционный путь и открывали в себе эволюционные возможности существа из менее развитых планет. То есть это можно сказать, что это инопланетные цивилизации, где пребывает множество разных цивилизаций, существ более высокоразвитых. Человек прибывает на эти планеты в том случае, когда он здесь вырос до определенного нужного, соответствующего этим планетам уровня. Это понятно. То есть это планеты, высокоразвитые планеты, находятся в центре созвездия Орион. Второе. Что значит отключиться? Как отключиться от матрицы? Что нужно делать? Раскрывать свою природу. Друзья мои, я не хочу говорить о церкви. Церковь, к сожалению, не дает знаний, она сама их не имеет. Она их не дает не потому, что ей жалко. Она их сама не имеет. Церковники и люди, которые там служат и являются представителями Бога на земле, они сами ничего ни о Боге не знают, ни об этих мирах не знают, ни о человеке, ни о себе не знают, ничего не знают. Ну так, ну надо принять, ну вот так, ну пока вот это так на этой планете. Хотя это тоже себя уже изживает, и многие люди стали понимать это и видят это, что ходят, а толку никакого нет. Но я не хочу об этом говорить, это их, пусть они себе, каждый же ответит за себя, церковник за себя, вот, и все личности за себя, каждый за себя, поэтому не хочу об этом говорить. Что значит, что нужно делать для того, чтобы вырваться из матрицы? Поднимать свои вибрации, работать в духовно развивающихся сакральных механизмах, работать над собой, работать с состоянием эго, внутренним состоянием эго, ослабить состояние эго, а затем его полностью уничтожить и растворить. То есть отказаться от эго, отказаться от эгоизма. Благодаря знаниям, пониманию и раскрытию своих сверхвозможностей, сверхспособностей, подняться в жизни, живя жизнь здесь, ходив на работу, воспитывав детей, готовя еду своим детям, мужьям и так далее, все это выполняя, но при этом, при всем, выйти на такой высокий уровень осознанности и понимания, и сверхвозможностей, где уже не будет трудностей и проблем, а будут просто задачи, решаемые вами. В общем, друзья мои, за счет саморазвития, самоэволюции, саморасширения своих возможностей и вскрытия своих собственных способностей, то, что есть внутри каждого из вас, это надо открыть, этим надо начать пользоваться, это надо применять в жизни. Тогда матрица на вас не сможет влиять. Она влияет только потому, что вы позволяете этому быть. Если вы были крепкими, сильными, если бы вы были бесстрашными, если бы вы не привязывались ни к каким материальным игрушкам, на вас нельзя было бы ни влиять, ни воздействовать. То есть крючки, которыми матрица вас держит. Она сначала вызывает у вас желание это иметь машину, иметь жену, иметь то-то, 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 то-то. Таким образом вы об этом думаете, вам навязывают эти мысли, вы думаете мысли разрушительные, матрица этой энергией питается. Она живет за счет этой энергии. Потому что существа, создавшие матрицу, они не имеют творческого потенциала самим создавать энергию. Но им она нужна, эта энергия. Вот они ее получают от вас. То есть они заинтересованы в том, чтобы вы всегда были в подавленном состоянии, чтобы вы всегда боялись чего-то, чтобы вы всегда ненавидели, чтобы вам всегда было жалко, чтобы вы всегда были недовольными, чтобы вы всегда критиковали, проклинали, ненавидели, оскорбляли, ссорились и так далее, и так далее. Этого хочет матрица. Вы чувствуете низкие вибрации, эти вибрации они впитывают как пылесосы, и живут за счет этих низких вибраций. Вы скажете, зачем им низкие вибрации? Так они сами есть предатели, которые владеют не светом. Они потеряли способность света. Они стали тьмой, низкой энергией.
но сами не могут этого генерировать. Не могут, они не умеют это делать. Но умеете вы. Вас надо провоцировать, чтобы вы это делали, а они будут этим пользоваться. Понимаете, что происходит? Кстати, уже многие сотни тысяч лет это все происходит. Это только сейчас об этом немножко стали говорить, приоткрывать эту завесу. Но для того, чтобы быть устойчивым и не принадлежать матрице, надо веру такую иметь. Вера базируется только на знании. Если бы вам в церквях давали знания, если бы они сами их имели и давали вам, у вас была бы крепкая вера. И вы бы понимали, зачем вы идете, что вы хотите и что вы дадите миру. Но этого нет. Этого нет, друзья мои. Но люди все равно идут. Вы знаете, когда я смотрю на все эти сообщества, я понимаю эту всю игру, но я вижу боль в глазах людей. Я вижу, как они хотят этой помощи, как они хотят этого спасения, как они хотят. Они верят в то, что их услышит Творец и поможет им. Конечно, услышит. Конечно, поможет, друзья мои, конечно. Но нужно ж делать и еще так научиться, чтобы вообще к Богу не надо было обращаться за какой-то просьбой. Не надо, надо самому, как Творцу, взять и свершить в жизни то, что ты хочешь свершить в жизни. Свобода ж воли, право выбора. Вы имеете право сами создавать свою жизнь. И ничего не надо просить, да и у Него просить не надо. Он вам все уже поотдавал, еще до того, как вы у Него попросите, даже в будущем. Просить не надо, нужно сделать, взять, нужно получить то, что Он уже вам дал. А вот этому вас никто не учит. Вас не учат брать то, что вам уже дано, а оно находится внутри каждого из вас, это состояние. То есть вам, чтобы оторваться от матрицы, нужно взрастить нужное состояние, которое даст вам защиту, защищенность, целостность, бесстрашие, волю, веру, устремление и эволюцию. Вот в этом случае вы на коне, вы победители. Что такое вера? Это убежденность. Убежденность. Я верю, потому что я знаю. Я знаю, поэтому я и верю. Вот что такое вера. У людей и веры нет, потому что знаний нет. А знаний никто и не дает. От Библии вам почитают, там почитали, а что оно такое? Каждый интерпретирует так, как он считает. Это вот... Да, и каждая церковь по-своему. Ну вот так вот. А где же знания? А знания от вас многие века вот эта матрица и прячет. И она заинтересована в том, чтобы вы об этом не знали. Чтобы вы были темными, никчемными, злыми, завистливыми, ненавистными. Чтобы вы завидовали друг другу. Чтобы вы завидовали успешности других людей. Вот они все с вами это делают. А многие люди даже этого не замечают, как их используют. Да, друзья мои, так и есть. И мы тоже это видим. Иногда, да, видим это. Злость людей, зависть их, неимоверную, ничем не объяснимую зависть. И вы что думаете, это сам человек такое с собой делает? Нет, это матрица, это сущности с ним такое делают. А он даже не понимает, как он попал в эту ловушку. Хотя очень хочет выбраться, но не знает как. Не дает матрица, не отпускает мысли для того, чтобы пришло осознание и понимание, что это я горю, это во мне это зло, это я завидую, это я ненавижу эту родину, я ее ненавижу, гадюка такая вот. Да, и человек не понимает, почему у него возникает это состояние, он не понимает. Знаете, такие люди, они спят. Они проживают жизнь как во сне. Они сами не могут объяснить, почему с ними такое происходит, почему в жизни такое происходит с ними, почему с детьми их такое происходит. Вообще, что вообще происходит? Они не могут объяснить. Им очень тяжело, друзья мои. Поэтому Иисус вам говорил, если кто-то тебя ударил, по левой подставь правую щеку. То есть не надо злорадствовать, не надо обижаться на таких людей. Не делайте и вы никогда этого. Это не они. Это не они злятся на вас, это не они вам завидуют, это не они. Это сущности в них, это с ними делают. А они заложники системы.
Да, и вам, и мне, и нам всем нужно делать все, чтобы спасти и этих людей. Следующий вопрос. Немножко отвлечемся. Вот такие вопросы задают. Очень интересно, что в этих мирах? Есть ли там семьи? Вот, из Франции спрашивает Олеся. Есть ли гендерные половые различия между людьми в обительских мирах? И какой там семейный уклад? Я забыл кнопочку включить. Еще раз прочитаю. Да. Олеся из Франции спрашивает, есть ли гендерные половые различия между людьми в обительских мирах? И какой там семейный уклад? Ну, в отношении вас, людей там, вы там будете бесполыми. Но будете жить в семье, где-то 7-10 существ с этой планеты, которые будут, ну, скажем, которые будут иметь определенное миропонимание, мироощущение и приблизительный уровень развития, духовного своего развития. Вот такие у вас будут, ну, сообщества, ну, понимание семьи в космосе. Это понимание того, что все родные. Здесь у вас родные только муж, там супруга, дети, это ваши родные. А там понимание того, что все родные. Но просто люди живут группками единомышленников и, ну, скажем, людей с похожим опытом, им так интереснее. Они вместе ходят на занятия, на развлечения, на развитие, там, на экскурсии, в общем, вот так вот. Заботятся о их жилье, да, о их пребывании, серафимы заботятся. Вообще серафимы там будут с вами, как ваши родители. Да, их можно сравнить с вашими родителями, они будут заботиться о вас, и о вашем питании, и о вашем месте пребывания, вашем обучении, о ваших успехах, как вам удается, не удается выучить, сделать, свершить, понять. В общем, они будут возиться с вами, любить вас, лелеять вас, помогать вам во всем, во всем, во всем. Это настолько нежные, ласковые и добрые существа, настолько заботливые. Вот они настолько излучают эту любовь и свет. Вот они не обижаются ни на что, они любят, понимают все понимают. И даже знают, стараются найти лучшее решение поставленной для вас там задачи. И вместе с вами научат вас, и вместе с вами это сделают, это пройдут вместе с вами и научат вас, и вы будете благодаря новым возможностям, своим открытым возможностям эволюционировать. Там также есть существа, которые там были созданы и рождены были там. И есть существа, которые даже живут в физической оболочке, имеют физическое тело. Там есть существа с половыми признаками, но в отношении вас этот вопрос будет закрыт. Вы там не будете ни мужчинами, ни женщинами. Более того, когда вы туда прибудете, вы пройдете регистрационную систему. Вы вот тогда, когда вы туда прибудете, вы только начнете свой путь духовного развития. Вот только там это по-настоящему в действительности начнется. Поэтому вы будете зарегистрированы в книге, в системной книге. Вам будет присвоен номер и присвоено будет новое имя. С этим именем вы будете эволюционировать во всем космосе. У вас оно будет одно на века, навечно. И с этим именем, под этим именем вы войдете в райскую обитель, домой, туда, откуда когда-то вы все вышли. Это ваш дом. Райская обитель – это ваш дом. И вы все подсознательно знаете, что он есть, этот рай. У вас существует духовная, душевная, подсознательная программа понимания того, что рай действительно есть. Как также огромное материальное тело, ну, это даже планетой не назвать, это вместилище, вот, наверное, это более правильно, кстати, имеющее и материальное состояние также. Там форма материи высшая, какая только может быть высшего состояния материальная форма жизни. И материальная в том числе, и материальная в том числе. То есть, а значит, есть и еще другие формы и состояния райской жизни. Что еще интересненького я бы вам рассказала? Я
Да, ну давай. Да, тут очень много вопросов. Очень многих раздражает, что у вас маникюр, губы накрашены. Да вы шо? Да, вот такое безобразие. Я думаю, может, следующую передачу попробовать после того, как мы на грядках там поработаем, вот с землей на руках, с мешок на тебя какой-нибудь одеть. Но больше всего, конечно, я серьезно вот вопрос задают люди, откуда вы это все знаете? Ой, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я пока не могу, друзья мои, отвечать полностью на этот вопрос. Немного есть информации в прекрасной книге, которая дана не только фонду Урантии, а всему человечеству. И эта книга называется «Урантия». Вот в этой книге немного там приоткрыты вам тайны, знания, но надо быть духовно высокоразвитой личностью, чтобы ее читать и понимать. Читать-то ладно, понимать. Вот главное понимать. Это книга, которая, ну, скажем, заслуживает глубокого уважения. Это действительно источник знаний на Земле. И эта книга дана не определенной какой-то группке людей, живущих на этой планете. Она дана для всего человечества. Она дана духовно высокоразвитыми существами для всех людей. И никто не имеет права ее присваивать себе. Это для всех, друзья мои. Такие книги никому не принадлежат. Они принадлежат всем людям. И вы можете читать ее, пользоваться этими знаниями. Но в первую очередь я бы вам порекомендовала прочитать «Жизнь и учение Иисуса Христа». Я думаю, вы почитаете, и вы не будете сомневаться в том, что я это действительно знаю. Ну а откуда я это знаю в точности и почему я так убеждена, я пока на этот вопрос ответить не могу. И, пожалуйста, не задавайте мне этот вопрос, хотя вы мне всегда его задаете на всех курсах, во всех группах начальных, всегда этот вопрос звучит. Друзья мои, это не важно. Я пришла сюда не для того, чтобы быть тут вот, провозглашать себя там непонятно кем. Я среди вас для того, чтобы научить вас. И поверьте, придет время, вы сами в этом убедитесь. Вы убедитесь в правоте моих слов и знаний, которые я вам несу. Но вот в частности, если вы хотите немножечко поизучать эту тему, книга Урантия. Прекрасная книга, работайте с ней. Будем завершать. Я хотел зачитать еще один вопрос, на котором, думаю, можем дискуссию сегодняшнюю закончить. Вернее, дискуссию у меня здесь происходит, а у вас лекция. Итак, Камила, Брюссель. Как воспринимать физический мир, в котором мы пребываем, осознавая его иллюзорность и зная, что нас ждут гораздо совершенные миры? Доня моя, да хорошо пребывать. Посмотри, я ж пребываю, он даже маникюр у меня есть. Да, и украшения у меня есть, и платье на мне есть, и на часы даже посмотрю я, сколько времени, и прическа есть у меня. Так нормально пребываю. Да, нормально. Друзья мои, вам нужно принять этот мир. Принять таким, каков он есть, но сделать все, чтобы стал лучше, краше. Никого не бояться, ни существ, ни сущностей, ни тех, кто там вам там дискуссии устраивает. Это не вы их устраиваете, нет, это нечисти, нечисти ваши. Они же слышали, о чем я говорю. А они так не хотят, чтобы вы это слышали. Они так не хотят, чтобы вы в это верили. Поэтому дискуссии устраивают. Вас уводят с этого пути. Уводят, и слабенькие и уйдут. Слабые не смогут пройти. Камила, надо быть сильной, сильной, уверенной в себе. Понимание того, куда вы и что вам надо от этой жизни. Максимальное количество опыта, решение задач, высший уровень реальности, чтобы вы все умели делать, чтобы вы ко всему были адаптированы, чтобы вы ничего не боялись. Принимать иллюзорный мир и понимать его иллюзию, хотя сохранять всегда внутреннее спокойствие, радостное, прекрасное настроение, разум наполнять любовью, чувствовать любовь в каждом человеке. Вот чувствовать любовь в каждом человеке значит в каждом видеть Бога.
Вот что значит. Еще, друзья мои, знаете, я наблюдаю вот что. Позвольте мне это сказать. Это моя боль, друзья. Вот это моя, то, что я вам сейчас озвучу, это моя боль. На этой планете есть огромное количество разных религиозных структур, разных структур разного направления, которые заявляют о себе как о направлениях по развитию людей, которые должны были бы, в принципе, и заниматься развитием людей. Но среди этих людей нет мира. Вместо того, чтобы таким структурам, тем, кто раскрывает Бога в человеке, тем, кто верит в Него, в Творца, в Создателя, надо было бы объединиться. В космосе все верующие, все понимающие природу Творца объединились и объединенными живут. Но на этой планете друг другу волосы рвут, друг друга проклинают. Одни церковники ненавидят других церковников, те ненавидят третьих церковников. Эти направления тета-хилинги еще какие-то там ненавидят еще какие-то другие. Все друг друга ненавидят. Запомните, друзья, духовные люди, они не разделяются, они объединяются друг с другом и стараются, невзирая на тот уровень, на котором находится каждый из нас, протянуть руку помощи и помочь свершить то, что нужно свершить. А еще я вам скажу, что на этой планете знания держались в секрете многие эпохи и века. И вам нужно всегда понимать, даже если вы где-то учитесь, даже если где-то вы занимаетесь, или сами, может быть, ведете эту работу, работаете с людьми, знайте, вы не можете всего знать. Это невозможно. Вы даже когда прибудете, если прибудете в миры обители, вы там тоже не все будете знать. Это тоже невозможно. Чтобы все знать, нужно войти в рай. Вот, войдя в рай, вы будете знать все. А пока это естественно, когда все учатся. Друзья мои, я тоже учусь. И я усовершенствую каждый год, каждый раз, каждый этап я усовершенствую свою работу. Я ее видоизменяю, я ее усиливаю, усовершенствую действительно. Я же тоже учусь. И я буду всегда учиться. Я закончу свое обучение тогда, когда я войду в рай. Вот тогда я скажу, ну все, теперь можно отдохнуть. А пока я буду учиться, и это нормально, если учатся более высокоразвитые существа и не воюют с друг другом, и не видят врагов друг в друге, а наоборот, объединяются своими знаниями, тот рассказывает о тех знаниях, тот делится со своими знаниями с другими существами, и это нормально. Почему же вы здесь воюете? Почему же вы здесь ненавидите друг друга и завидуете тому, кто знает больше? Почему же ж так? Ведь вы же ж в Бога верите ж, вроде бы ж. Ну, может быть, это игра у вас? Может быть, вы боитесь клиентуру поменять, боитесь потерять, боитесь упасть, чего-то боитесь, что разрушится ваша работа. Друзья мои, если вы действительно боитесь, значит, что-то не так. Значит, вы чего-то еще не знаете и, конечно же, чего-то не умеете. Духовно развитый человек, владеющий высокими механизмами, технологиями, уже существующими на этой планете, он ничего не боится. Это невозможно. Он уверен в завтрашнем дне. Он уверен в себе, он уверен в тех, кто с ним работает на этой планете. Он слышит, он работает с ними, он живет с ними жизнь. Ему нечего бояться. Он знает, что его жизнь себе ему не принадлежит. Да, он для себя и ничего не просит. Вы знаете, что все духовные мастера, все духовные учителя, они ничего для себя не просят. Они ничего для себя не делают. Они все делают и направляют все свои возможности и способности только на спасение человечества, на развитие мира, планеты, на помощь другим людям. Вы скажете, а кто же о них заботится? Поверьте, о них есть кому.
позаботиться. И настолько заботятся, что даже просить ни о чем не надо. Ты получаешь то, что тебе надо получить. Просто надо. В чем ты нуждаешься, в чем нуждается твой труд, в чем нуждается твоя аудитория, ты просто это получаешь. Да. Мне очень хочется, друзья, сегодня обратиться ко всем людям, кто считает себя духовно развивающимся, развитым, кто верит все-таки в нашего Творца, райского Отца, Творца, Создателя, Он единственный у нас. Давайте будем верными Ему. Давайте не будем проклинать друг друга. Давайте не будем завидовать друг другу. Давайте не будем ненавидеть друг друга. Давайте не будем, ведь мы же верим в Бога. Ведь мы же открываем в себе Его природу. Ведь, друзья мои, нет среди нас с вами ни лучших, ни худших. Мы все с вами одно единое начало жизни. Помните это всегда, помните. И не создавайте вражды. Ища Бога, не воюйте друг с другом. Ведь посмотрите на историю этой планеты. Воевали за Бога. Отвоевывали Бога, отвоевывали имя Бога. Разве ж Он в этом нуждался? А сейчас Он нуждается в ваших спорах. Да Ему стыдно за вас. Стыдно, что вы спорите, ненавидите, проклинаете. Стыдно, что вы не хотите учиться. Стыдно, что вы не хотите открывать природы, Его природы в себе. Стыдно, но Он терпелив и любит вас, и принимает вас такими, какие вы есть, и любит каждого из вас, и доброго, и злого, и будет делать все Творец-Создатель, чтобы и ваши души пробудились и пришли в Царствие Небесное. Мы будем заканчивать, друзья, завершать нашу работу. Ой, сколько бы я вам рассказала, многое рассказала бы, многое. Вот на курсах многое рассказываю. А знаете почему? На курсах меня смотрят и работают со мной те люди, которые воистину этого хотят. Сейчас меня смотрят разные люди, разные. И среди них есть те, которым пока еще рано слышать ту истину, ту правду, те великие знания, которые я открываю для других людей. Что значит рано? Да не готовы они еще, а я не хочу метать бисер. Знания, великие знания, даются только тем подготовленным, кто готов их услышать, взять и направить на свою созидательную и прекрасную жизнь. Я пожелаю вам всем этого, друзья. Я от всей души вам пожелаю этого. И не важно, что вы думаете обо мне, и не важно, что вы будете писать после этой передачи, не важно. Я все равно люблю вас, и все равно буду желать вам, чтобы внутри вас воцарила любовь Бога и Его покой. Тогда вы не будете писать гадостей, и завидовать не будете, и жизнь ваша станет прекрасной. Я желаю всем вам достичь Царствия Небесного, стать совершенными, как сам Творец, Создатель. Благодарю вас и до новых встреч!